Сергей Николаевич, Да. возникли вопросы относительно ключевых понятий в марксизме. Таких понятий, как отчуждение, трудовой теории стоимости. И также хотелось бы услышать о отношении Маркса к частной собственности, потому что в современных условиях для многих людей это является таким серьезным камнем преткновения, что из-за этого марксизм не рассматривается как концепция целиком. Вообще как перспективная какая-то, Да. да, идея? Э, Порочная в основе. Значит, что значит частная собственность и в каком отношении Маркс был против частной собственности? Значит, Маркс был не в том смысле против частной собственности, что собственность должна быть общей, в том смысле, что всем поровну. Вот. Против этого Маркс возражал. Вот. Почему? Потому что если все поделить, так сказать, то каждому достанется какая-то доля незначительная, и тогда люди, так сказать, общий уровень, так сказать, понизится. Вот. Поэтому при всей несправедливости той системы распределения, которая порождала богатство и бедность, так сказать, тем не менее Маркс понимал, так сказать, что культура, вот, а он очень ценил культуру, это понятно, и духовную культуру, он сам же был и поэт, и вообще человек, так сказать, развитый. Вот. Маркс понимал, так сказать, что культура и ее высшие, так сказать, как достижения и так дальше, они появляются, так сказать, на почве, в общем-то, довольно высокого развития, ну, скажем так, богатства материального. Вот, который позволяет некоторым людям заниматься исключительно духовным производством. Потому что духовным производством, так сказать, со времен рабства греческого и так дальше занимались люди, которые владели этими рабами и владели, так сказать, там, имуществом и так дальше. Вот, и поэтому, и ведь Аристотель говорил, так сказать, что люди начали философствовать, когда у них появился досуг. А досуг у них появился тогда, когда появился рабский труд. Вот. А до этого каждый трудился, и ему хватало только того, чтобы себе заработать на жизнь. Да? И поэтому практически на духовное производство у человека не оставалось. Так же, как и до сих пор, так сказать, у людей, которые работают там, по 8 часов в день, так сказать, вот, что у него остается? У него ничего не остается. Вот, поэтому он обречен, так сказать, на низкий уровень развития, и поэтому вот, самое для него, поэтому и телевизор, и сериалы, и хоккей, и футбол, и пиво, это все вот это тот уровень, который доступен, так сказать, этим людям. Ну вот, поэтому Маркс это понимал, поэтому он вовсе не за то, чтобы, так сказать, полностью ликвидировать вот это все и разделить поровну. Поэтому он выступал против так называемого казарменного коммунизма. Он назвал это казарменный коммунизм, так сказать, именно когда считается, что надо все поровну поделить, совершенно четко поровну. Вот. Но тогда каждому достается очень небольшая доля, вот, которая занижает общий уровень. А развитие таланта как-то? Вот. И таланты тоже. Маркс об этом писал, так сказать, тем более, что вот утописты, я не помню, кто, Бобёв или Бобёв, по-моему, да. Бобёв это как раз коммунист периода французской революции, которого эти расстреляли. Вот. Был мятеж, Или гильотинировали, да. Извините, я забыл, что во время французской революции это гильотина была. Так вот, Бобёв выступал против умственного гения. Умственного гения. Вот. То есть, иначе говоря, так сказать, это коммунизм, который умников не любит. Почему? Вот некоторые, так сказать, и не понимают до сих пор, как это так. Почему я должен относиться, ну, скажем так, плохо к человеку с высоким умственным развитием. А со стороны, так сказать, вот этого
бобев и вот этого утопического, вот этого самого казарменного коммунизма, это понятно. Почему? Потому что в этом обществе человек с более высоким интеллектом, так сказать, разумом, на что он использует свой интеллект? На то, чтобы объегорить других. Почему? Так или иначе. Ну, потому что это общество всеобщей конкуренции, где конкурируют все. Вот. И, естественно, так сказать, в том числе конкуренция идет, так сказать, ну, скажем, в таких областях, как вот наша область, допустим, в образовании даже, или науке и так дальше. Вот. И человек, который чувствует себя более, так сказать, продвинутым в науке и более умным и так дальше, так сказать, вот. И даже тот, кто не продвинутый, так сказать, но тем не менее люди толкаются же. Ну, Получается, всеобщий человек средства. Вот, толкаются, так сказать, и это как-то не странно, так сказать, ожесточает людей, так сказать, и поэтому умный это не значит хороший. Умный это не значит добрый. Вот в чем штучка. Вот, поэтому, какая может быть всеобщая доброта, так сказать, там, где один умный, другой этот сам и так дальше. Ну вот, поэтому всех подровнять. Вот, и даже в советской системе умников не любили. Умников не любили. Маркс предлагал иначе идти. И Маркс предлагал совершенно иной путь, и вообще он, во-первых, никогда не считал, что коммунизм можно ввести просто как бы законодательно. Вот. Декретом. Декретом, да. Вот, что и Маркс понимал, и он уже и позже в особенности, почему? Потому что там он все-таки немножечко, как бы сказать, давал уступочку делал этому коммунизму. Почему? Потому что вот это самое, я это объяснял. Вот. Почему? Потому что когда Ветлинг, который стоял во главе Союза справедливых, вот этого утопического коммунизма, значит, пытался привлечь Маркса с Энгельсом, они сначала сказали, не надо, они посмеялись над ним. Они над ним посмеялись, да. Вот, потому что он хочет там ввести вот это всеобщее равенство и так дальше. А потом они все-таки приняли его приглашение, так сказать, вот, и вошли, и написали манифест, и переименовали это в Союз коммунистов. Вот. Почему? Потому что, как Маркс писал еще в 1943 году, вот в этом введении в гегельскую философию права, так сказать, он писал о том, что Германия стоит на пороге демократической революции. Она уже назревала там совершенно очевидно в Германии. Демократическая революция. Вот. Но он рассуждал там так, что кто ее совершит и кто ее доведет до конца и так дальше. И там он говорит, что немецкая буржуазия, и в том числе прусская, она разобщенная, она трусливая, она верноподданническая, она вот такая вот. И она не способна, так сказать, на какие-то решительные действия. Вот. Поэтому, но помимо буржуазии, так сказать, вот, и вот тогда он впервые обратил внимание вот на этот так называемый пролетариат. Во-первых, он только-только появился, да, чисто фактически. Вот. И Маркс его видел. Сначала он его вообще не видел, так сказать, в упор, как говорится, да. А тут он понял, так сказать, что пролетариат-то и рабочее движение, и в том числе коммунистическое движение, может стать ударной силой в демократической революции. И Маркс об этом там прямо и говорит. Да это же самая отчужденная сила. Она отчужденная. А что делать? Что значит отчужденная?